Сейчас мы находимся на Гревской площади. На нее главным фасадом выходит здание отеля «Девиль». В этом великолепном здании раньше располагалась Парижская ратуша. Архитектура здания – это чудесный, почти итальянский ренессанс начала XVI века. Его спроектировал архитектор Доминик Декор. Здание построили достаточно быстро, поскольку около 100 лет для такой громадины – это недолго. После взятия Бастилии это здание также штурмовал революционный народ. Именно здесь впервые произнесли слова «свобода», «равенство» и «братство». С тех пор эти три слова пишут на фасадах всех государственных учреждений Франции. Здание украшено нишами, в которых стоят известные французы. Глядя на них, можно всю историю Франции изучить. Сегодня Гревская площадь является местом для публичных мероприятий. А раньше она долго была местом многочисленных казней, причем быстрая смерть, обезглавливание являлось привилегией аристократов. Во французской истории много кровавых страниц. Переходим дорогу и по мосту через Сену отправимся на остров Сите. С этого острова Франция начиналась как государство. Это самый центр города, перед нами настоящее сердце Парижа. Вот подходим к Нотр-Дам-де-Пари или собору Парижской Богоматери. Это был не первый готический собор, но Нотр-Дам один из самых известных, самых гармоничных. 8,5 веков назад здесь был заложен первый камень. Храм построили достаточно быстро, меньше чем за 100 лет. Романист Виктор Гюго прославил этот собор в своем романе «Собор Парижской Богоматери». Каждый может представить уродца Квазимода, который прячется за балками собора и умирает от неразделенной любви, смотря на танцующую Эсмеральду. Идем в сторону бывшего королевского дворца. Дело в том, что в раннем средневековье короли жили не в Лувре, а на острове Сите. Но после восстания Марселя королю Карлу V стало страшновато здесь оставаться, и он перебрался в лучше укрепленный Лувр, который стал королевской резиденцией. А здесь он оставил вместо себя консьержа, который должен был решать простые вопросы, чтобы не приходилось по каждому поводу обращаться к королю. Резиденция консьержа стала называться консьержери. Рядом расположен дворец правосудия, он огражден высокой решеткой XVIII века. Обходим консьержери, и перед нами угловая башня со старыми часами, которая является самыми старыми публичными часами Парижа. Им почти 600 лет. Недавно их отреставрировали. После революции консьержери использовался как тюрьма. В частности, там после казни супруга короля Людовика томилась Мария Антуанетта. Она провела здесь последние дни своей жизни. Вход всегда был с набережной, его обрамляют две башни. Дальняя башня называется Болтунья. Там были пыточные комнаты и так называемые туалетные комнаты, где Марию Антуанетту одели во все белое и избавили от длинных волос, чтобы гильотина в последний момент не остановилась, попав на какое-то препятствие. Вот мы видим интересный архитектурный ансамбль. Здание слева – мэрия первого округа Парижа. Дальше башня-колокольня Сен-Жермен-Л'Осеруа. Она была возведена в неоготическом стиле в середине XIX века, и по замыслу архитектора сооружение должно было связать в единый комплекс здания мэрии и церковь. Храм имеет богатую историю. Первоначально церковь именовалась Сен-Жермен-Ле-Ронд, однако позже она была переосвящена в честь одного из самых почитаемых во Франции святых галлеримского епископа города Святого Жермена Ассера. Храм был возведен в стиле поздней или полнеющей готики. Поскольку возведение храма началось в XII веке, то церковь одновременно имела романские и готические черты. Особенно впечатляет фасад храма, возведение которого датируется XV веком. Он имеет 5 разных арок, украшенных статуями королей и святых, которые находятся в 3 порталах. Сразу над ними окно-роза со стрельчатым фронтоном работы Жана Гаусселя. В истории Франции церковь Сен-Жермен-Л'Осеруа оставила жуткий кровавый след. 24 августа 1572 года колокола этого храма по приказу Екатерины Медичи набатом оповестили о начале Варфоломеевской ночи, когда добрые в кавычках католики начали резать неприятных для них гугенотов, приехавших в столицу по случаю свадьбы Маргариты Валуа и их короля Генриха Наварского. И вот мы подходим к Лувру. Лувр – это старинный королевский замок Парижа, перестроенный во дворец. Здесь находится одно из богатейших в мире собраний произведений искусства. Первая крепость Лувра была построена при Филиппе Августе. Слово «Лувр» означало «крепость» или «укрепление». Собираясь вместе с Ричардом Львиное Сердце в крестовый поход, король Филипп Август позаботился оградить свой город от любых внешних атак. Строительство новой крепостной стены началось в 1190 году и длилось 20 лет. Далее крепость превратилась в королевский замок, а позже в один из самых знаменитых дворцов мира. Крепость была защищена 10 башнями, зубчатыми стенами толщиной 2,5 метра и рвом с водой. В
XIV веке при Карле V в связи с расширением Парижа были построены новые крепостные стены, и Лувр утратил прежнее оборонительное значение. Тогда Карл V перенес свою резиденцию из дворца на остров Сите в Лувр. С 1564 года королева Екатерина Медичи начала строительство нового дворца Тюильри рядом с Лувром. А с 1589 года по приказу Генриха IV удалили остатки средневековой крепости и с помощью Большой галереи соединили дворцы Тюильри и Лувра. Нижний этаж Большой галереи был первоначально занят лавками и мастерскими. Эта галерея постепенно превратилась в обширную мануфактуру, производившую предметы роскоши. В дальнейшем Лувр многократно перестраивался. Об этом можно рассказывать бесконечно. Многочисленные посетители Лувра часто упускают из вида дворец Пале-Рояль вместе с его чудесным садом. Там обязательно стоит побывать. Найти Пале-Рояль несложно. Достаточно перейти улицу Риволи, и дворец перед вами. Внутри Пале-Рояль есть интересный квадратный двор с полосатыми колоннами. Эти колонны появились сравнительно недавно благодаря скульптору Даниэлю Бюрену. Это отличное место для фотографий. Многие становятся на эти колонны и фотографируются. Далее расположен тенистый парк, где можно отдохнуть от прогулок и музеев. Очень здорово тут посидеть, когда все зелено. Здесь есть парочка фонтанов, скульптуры, розы и фонтанчик питьевой воды. Дворец был построен для кардинала Ришелье. Незадолго до смерти кардинал решил подарить этот дворец Луи XIII. Король особо им не пользовался, и его мать, королева Анна Австрийская, перестроила дворец под себя. Далее там жил кардинал Мазарини, и злые языки говорят, что якобы Анна Австрийская приказала прорыть подземный ход между Пале-Рояль и Лувром, чтобы кардинал мог чаще у нее бывать. Место было достаточно фривольным. Впереди нас встречает роскошное здание биржи, круглое в плане. Рядом стоит памятник. Эту скульптуру Чарльза Рея называют просто «Лошадь и наездник». На этой бирже заключались сделки, работали маклеры, а сегодня здесь выставочный зал современного искусства. Теперь пойдем к собору Сент-Эсташ. С внутренним убранством церкви можно ознакомиться совершенно бесплатно. Кстати, это самый высокий храм в Париже. Церковь построена в XVI веке, к тому времени готика свое почти отжила, поэтому храм сочетает в себе готическую архитектуру с оформлением в стиле Ренессанса. Тяжелая крыша храма держится на нервюрах. Это ребра жесткости, которые всю тяжесть храма переносят на несущие колонны нефа. Ряд колонн на центральном нефе проходит по оси симметрии храма. В сторону алтаря уходят высоченные стрельчатые окна. Для освещения храма нужно было много света, поэтому в готических соборах делали много витражей. Из-за того, что в стену вставляли цветные стекла, стена ослаблялась. Для укрепления стен использовали подпорки с контрфорсами и аркбутанами. То есть готический стиль изначально был функциональным, но мастера также позаботились о красоте. Рядом с храмом расположен форум Леаль. Здесь был самый большой рынок средневекового Парижа, место скопления большого количества людей, место грязное и зловонное. Не случайно Эмиль Золя назвал его чревом Парижа. После того, как рынок убрали из города, Париж вздохнул с облегчением. Но исчезла коммуникативная особенность места, поэтому было решено построить здесь подземный торговый центр. Сейчас здесь под землей находится 3 станции пригородных электричек, 5 станций метро, также большое количество магазинов, несколько отелей, кинотеатр, бассейн, футбольное поле и так далее. Тут можно всю жизнь прожить, вообще не поднимаясь на поверхность. Если туристам захочется где-нибудь присесть, тут есть хорошее кондиционированное помещение. Можно поесть, отдохнуть, что-то купить. По Парижу очень приятно гулять. Дома на улицах светлые и красивые. Можно бесконечно бродить по городу, впитывая его неповторимый шарм. Снова подошли к Лувру, и рядом с ним большущий общественный парк сад Тюильри. В 15 веке здесь за стенами Луврской крепости была окраина города. Там добывали глину для производства черепицы, по-французски тюиль, отсюда название Тюильри. Первый парк здесь начали разбивать в 1561 году по приказанию Екатерины Медичи, пожелавшей новый загородный дворец. Для прогулок и развлечения королевы рядом со дворцом разбили сад. Парк Медичи просуществовал до конца XVI века и был уничтожен во время религиозных войн. Генрих IV восстановил парк, приведя его в соответствие со вкусом эпохи. Спустя 100 лет по приказу Людовика XIV садовник Ленотр перепланировал парк для короля Солнца. Из парка выходим на площадь Согласия, центральную площадь Парижа. Ранее площадь носила имя короля Людовика XV. После свержения монархии она сначала называлась площадью революции, а современное название получила в 1795 году в знак примирения сословий.
После установки на площади обелиска из Луксора нужно было придать ей законченный вид. И вот 1 мая 1840 года с обеих сторон появились фонтаны, уменьшенные копии римских фонтанов с площади Святого Петра. Один из них получил название «Фонтан четырех рек», а второй «Фонтан морей». И вот перед нами мост Александра III, одноарочный мост через Сену между Домом-инвалидом и Елисейскими полями. Общая длина моста составляет 160 метров, ширина около 33 метров. Высота сооружения не превышает 6 метров, чтобы не заслонять панораму Елисейских полей. В 1096 году мост был заложен императором Николаем II в вознаменование Франко-Русского союза и назван в честь его отца, императора Александра III. Мост возведен за 4 года и открылся как раз накануне Всемирной выставки 1900 года. Подходим к Марсовому полю со знаменитой Эйфелевой башней. Эта металлическая конструкция – самая узнаваемая достопримечательность Парижа. Она названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля. Сам же Эйфель называл ее просто 300-метровой башней. Ставшая символом Парижа, башня была построена в 1889 году и задумывалась как временное сооружение для Парижской всемирной выставки того же года. Утонченные парижане сначала негативно его восприняли. Зато теперь Эйфелева башня – самая посещаемая и самая фотографируемая достопримечательность мира. У подножия башни собирается так много посетителей, что они вытоптали всю траву на Марсовом поле. Ажурный каркас башни создает впечатление невесомости и элегантности. Видная со всех уголков Парижа, эта башня даже вблизи совершенно не давит на вас. Лучше всего башня смотрится при ночном освещении. Но из-за дороговизны электроэнергии мерцающие огни на башне сейчас включают лишь на несколько минут. За это время нужно успеть налюбоваться и сфотографироваться. В Париже также стоит прогуляться к театру Гранд-Опера. Парижская опера в современной Франции известна как опера Гарнье. Это один из самых известных и значимых театров оперы и балета в мире. Она расположена в конце проспекта Оперы около одноименной станции метро. Здание Парижской оперы закончили строить в 1875 году. Его спроектировал архитектор Шарль Гарнье. Работы по возведению оперы длились 15 лет с многочисленными перерывами из-за войны, затем из-за падения имперского режима и Парижской коммуны. В 2000 году главный фасад оперы был полностью восстановлен, он заново обрел первоначальную многоцветность, а статуи по золоту. Хочу обратить внимание туристов, что с обратной стороны Гранд-Опера на бульваре Осман расположена галерея Лафайет. Это один из самых дорогих торговых центров страны, однако с относительно дешевым общепитом. Внутри магазины знаменитых торговых марок и ведущих домов мод мира. Главная достопримечательность здания – прекрасный купол из стекла работы знаменитого мастера Жака Грюбера. Сооружение высотой 43 метров состоит из 10 направляющих конструкций, которые соединяются в центре. Конструкции выполнены в виде мозаичных витражей ярких цветов. Самое главное, что по эскалаторам этого комплекса можно подняться на открытую смотровую площадку, расположенную на 7-м этаже здания. С нее открывается великолепный вид на Париж, не хуже, чем с высоты Эйфелевой башни, за билетами на которую стоят длиннющие очереди. На этой террасе можно отдохнуть, полюбоваться панорамой в установленные здесь телескопы, причем вход на террасу совершенно бесплатный. Возвращаясь назад, мы оказались на великолепной Вандомской площади. Ранее она называлась Площадь Людовика Великого. Вандомская площадь расположена недалеко от Парижской оперы. По форме представляет собой прямоугольник со скошенными углами. Она создана в 1699 году в честь Людовика XIV, а теперешнее название получила от дворца Сезара де Вандома, чей дворец был тут. Проживание на элитной площади было доступно лишь для очень богатых людей. В центре Вандомской площади установлена 44-метровая колонна со статуей Наполеона наверху, в память побед, одержанных им в кампанию 1805 года. Она возводилась по образцу римской колонны Трояна. Во время Парижской коммуны колонну снесли, но позже восстановили. Елисейские поля – центральная улица французской столицы. Она простирается от площади Согласия до Триумфальной арки. В начале Елисейских полей видим Большой дворец. Это крупный культурный и выставочный центр, возведенный для всемирной выставки, проходившей в Париже в 1900 году. Фонтаны на Елисейских полях появились в середине 19 века, но более 20 лет не работали из-за неисправности гидравлической системы. Их запустили в 2019 году. Стоимость работ составила 6,3 миллиона евро. Главное в конструкции не форма и не вращение, а светодиодная подсветка из 258 кристаллов,
Конструкция обрамлена многогранными кристаллами Сваровски, что создает впечатление парящего в воздухе света. Елисейские поля – одна из самых популярных достопримечательностей Парижа. Сюда ежедневно приходят сотни тысяч людей. Название улицы происходит от слова «Элизиум». По древнегреческой мифологии это поля загробного мира на берегу реки Океан, куда после смерти попадали любимые богами герои. Там царствовала вечная весна, там не было ни болезней, ни страданий. Елисейские поля – одна из лучших улиц в Париже и считается самой красивой авеню мира. Первые документальные упоминания об этой местности датируются XVI веком. В ту пору французские короли приезжали в эти болотистые места, чтобы поохотиться на уток. В 1616 году по указанию Марии Медичи тут был проложен бульвар Королевы, а по приказу Людовика XIV в 1667 году здесь началось строительство дороги от Тюильри к Версальскому замку. В 1836 году улица обрела величие после воздвижения Триумфальной арки, прославившей победы Наполеона. Монумент расположен на площади Шарля де Голля или Звезды. Проект арки в древнеримском стиле был разработан по распоряжению Наполеона Бонапарта в ознаменование побед его великой армии. За основу была взята композиция Триумфальной арки Тита на Римском форуме. Но работы были прекращены из-за военных неудач. Наполеон не дожил до окончания строительства. Оно завершилось лишь в царствовании Луи Филиппа. 15 декабря 1840 года под аркой проехал траурный кортеж с прахом Наполеона, доставленный с острова Святой Елены. Перед вами пригород Парижа Версаль и великолепный Версальский дворец, созданный по прихоти Людовика XIV. Эти здания были резиденцией французских королей. А теперь здесь музейный комплекс, памятник необузданному стремлению властелинов к роскоши. Говорят, что причиной создания дворца стала обычная человеческая зависть. Людовик XIV увидел дворец Воле-Виконт, принадлежавшему его министру финансов, и так позавидовал, что даже сна лишился. Он созвал тех же строителей и поручил им создать величественный дворец с парком, но во много раз лучше. В 1661 году архитектор Луи Лево приступил к строительству дворца, которое продлилось 21 год. Бывший здесь при Людовике XIII скромный кирпичный домик превратился в шедевр архитектуры эпохи Короля Солнца. Ворота во дворец открывались в 6 утра. Вход в королевские покои был доступен всем, однако было запрещено приходить с огнестрельным оружием. Также требовался определенный дресс-код, впрочем, соответствующую одежду и шпагу можно было взять на прокат. Наша экскурсия начинается с посещения королевской часовни. Король слушал мессу, выйдя со своих покоев, а затем мог пройти в зеркальную галерею. Церковь была последним сооружением при жизни Людовика XIV. Ее строительство началось в 1680 году, а закончилось в 1710. Сейчас мы в салоне Геркулеса. Он был построен специально для огромной картины Паоло Веронезе «Пир в доме фарисея Симона». Здесь мало мебели, зато большие размеры 14 на 18 метров, что позволяло проводить концерты и давать балы. Роспись на потолке художника Франсуа Лемуана привела Людовика в восторг, поэтому тот был назначен придворным живописцем. Это салон изобилия. Здесь размещены портреты сына, внуков и правнука Луи. Поскольку король хранил в этой комнате свои диковинки, ее также называли кабинетом редкостей или комнатой редкостей. Далее попадаем в зеркальную галерею. Размеры галереи 73 на 10,5 метров, высота 12 метров. Галерея имеет 17 зеркальных арок. Во времена Людовика это было очень роскошно, ведь тогда зеркала стоили очень дорого. Они подчеркивали изобилие и роскошь, которому завидовала вся Европа. Примечательно, что секрет технологии изготовления зеркал за подкуп передали венецианские мастера. В зеркальной галерее придворные собирались в надежде увидеть короля, когда он каждое утро направлялся в часовню, и часто этим пользовались для подачи прошений. В галерее проводились особо торжественные аудиенции, для этого в ней устанавливался серебряный трон. Напротив огромных зеркал находятся стеклянные двери, ведущие на балкончик, а по периметру расставлены позолоченные канделябры и мраморные бюсты римских императоров. В этой галерее часто устраивались балы, поражающие своей роскошью и блеском. Созданный Андре Ленотром парк Версаля занимает площадь 900 гектаров. Он разбит вдоль оси с востока на запад в соответствии с движением Солнца по небосклону.
Главными элементами парка есть большой канал, зеленая лужайка, фонтан Латона и водный портер. Версальский сад называют садом удовольствий. После того, как Людовик XVI в 1789 году отрекся от власти, дворец был заброшен. В 1791 году картины, зеркала и королевские атрибуты были сдернуты со стен и потолков, и произведения искусства вывезены в Лувр. До 1796 года мебель дворца была распродана. Большое количество предметов искусства были просто разворованы местными жителями. Пришедшее к власти революционное правительство намеревалось даже снести дворец, но до этого не дошло. Бедняки использовали сад дворца для выращивания картошки и лука. И только когда к власти пришел Наполеон Бонапарт, разорение закончилось. Дворец передали в собственность императора. Вскоре Наполеон переехал в Версаль, поселился в Большом Трианоне и начал постепенно восстанавливать дворец. При правлении Луи Филиппа в 1833 году дворец приобрел статус музея Франции, посвященного военным победам. Сегодня Версаль является государственным дворцом и находится в распоряжении президента Франции. Это также музей, открытый для туристов со всего мира.